Здорово, народ, на связи Джаствин. Это, я считаю, пушечный видос, в котором я мало того, что расскажу, какая могла быть NFS Mason 2012, так еще и покажу, как тебе, Васе, Коле, Мите, Олегу и даже Альберту самому ощутить и покататься на бета-билдах MV12 и увидеть, что же мы все потеряли. Так что погнали. Сразу сказал бы, что этот видос получился только благодаря одному хорошему человеку, который все это добро мне рассказал и показал. Потому что я в эту тему так серьезно аж до самого запуска бета-билдов не углублялся. И поэтому все, что я сейчас буду показывать, и сам некоторые не знал до конца. А вот спасибо ему, теперь и я, и вы все это опробуйте. Пару ссылок на него будет в описании в малой благодарности от меня. А от вас любой хороший коммент, конечно же, приветствуется. Ну и как, возможно, многие, может, и слышали, а может и нет, то если вкратце изначально вообще задумывался фильтр, характерный Масонду 2005 году. Также бета-билды довольно-таки сильно различались по графике по сравнению с финалом. Также и был полноценный дождь. Вырезали многие локации и сюжет. Она очень сильно поменялась к своему релизу и должна была выглядеть как сиквел, а не ремейк. И это малая часть из всего того, что могло бы быть. Но увы, что есть, то есть. А если сейчас рассказывать все, то ролик сильно затянется. А этот видос немного про другое. Так что я, скорее всего, просто сделаю отдельный видос, где все более подробно покажу и расскажу. Ну а теперь приступим к запуску любого билда. Для начала вы переходите по первой ссылке в описании для скачивания последней версии RPCS3, эмулятора PS3, потому что все билды создавались во времена третьей плойки и запускаются только через эмулятор. Далее переходите уже по второй ссылке для скачивания прошивки PS3, качайте вот последнюю версию, она дальше понадобится. А теперь самое интересное, переходите по третьей ссылке на Мега, где как раз таки находятся абсолютно все билды MV12. Да в целом не только на MV12, там и на другие NFS также есть, но это уже другая история. Нас сейчас интересует только папка пререлизной версии NFS MV12 PS3. И вот тут лежат уже сами билды. Качайте тот, который вас интересует, и не закрывайте вкладку с Мега, она еще нужна будет. Но есть небольшое но. Без всякой возни, как часики работают все билды, которые идут после мая. И пару исключений. В общем, на скрине вот видите. Но это не значит, что те другие не работают. Они работают, просто чтобы они нормально запускались, придется делать некоторые манипуляции. И хоть немного, но дружить с инглишем. Поэтому, возможно, опять же просто сделаю отдельный видос, как запустить тот или иной билд, который с нюансиками. А пока остановимся на дальнейшем запуске билдов без этих всяких нюансов. После того, как вы выбрали и скачали нужную папку с билдом, я для примера возьму этот билд, вы устанавливаете RPCS3 и после установки на всякий можно и через админа запустить. Затем переходите во вкладку файл и нажимаете Install Firmware. И через открывшийся каталог ищите ту прошивку, тот файл, который вы скачали, исходя из моего тутора по второй ссылке. Если он не отображается, то тут выберите All Files. Открываете его, начинается компиляция, ждете, и после компиляции нужно перейти обратно по третьей ссылке в описании на Мега, где все билды, и открыть папку Launcher, в котором вам нужно будет скачать один из ключей. Вообще нужно качать этот ключ, он более стабильнее и так далее, так что качайте его. Затем переходите обратно в эмулятор PS3 и опять переходите во вкладку Файл. И нажимаете уже Install Package Reps Edits. И ищите этот только что скачанный ключ PKG. Он должен, по идее, отображаться сразу, но если нет, то также можете поставить All Files. Нажимаете Yes, выбираете делать ли иконку и так далее, и все. Далее переходите в конфигурацию и ставите такие настройки, что я показываю. Но самое главное, это нужно поставить в пункте управления клавиатурой Basic. Хотя там все нужно, что я включаю. Но без этого пункта клава не будет распознаваться. И у вас даже банально загрузиться билд не получится. Так что ставьте. В дальнейшем можете подключить и геймпад, если есть, это несложно. Через него так поудобнее будет, чем на клавиатуре. Дальше, может, поймете почему. А как его подключить, есть и в ютубе. На это время тратить не хочу. А теперь, как вы настроили все нужные параметры, вы двойным кликом нажимаете на PS3 Launcher, немного ждете компиляцию. Да, там может писать, что будет грузиться пару минут или по несколько часов, а может вообще ничего не быть, но это нам не важно. Не обращайте внимания. Нам нужно подождать всего лишь пару минут, да даже и меньше, для того, чтобы просто в каталоге с RPCS3 создалась нужная папка. Вот, подождали, теперь закрывайте эту хуету и ищите и копируйте папку именно уже самого билда. Копируйте или вырезайте его, переходите в расположение с RPCS3 и тут переходите по такому пути. После всех недавних манипуляций у нас появилась папка FTPD 9999, открывайте ее, затем userdir и вот сюда вставляете саму папку билда. Уже почти все. Теперь вам нужно просто опять открыть RPCS3, включить английскую раскладку на клавиатуре, это важно, чтобы эмулятор
распознавал нажатие, а то иначе ему будет плевать на все ваши действия. И двойным кликом опять запускайте этот PS3 эмулятор. Нужно нажать на стрелку вниз, чтобы делался билд, и нажать клавишу X или же русское Ч. После опять небольшая компиляция. Тут уже время зависит, смотря какой вы билд скачали и какой у вас компьютер. Но в любом случае это не так уж и долго. Но для начала я выведу все клавиши управления клавиатурой. Они немного нестандартные, даже я бы сказал очень нестандартные. И вуаля, вы загружаетесь наконец-то на билд. Теперь перемещайтесь и передвигайтесь с помощью тех клавиш, которые я показывал ранее. Но если вы будете на геймпаде, то там эти клавиши интуитивно понятны, как, впрочем, во всех гонках всегда. Газ, тормоз, Easy Drive и т.д. и т.п. Но пользоваться дебаг-меню все равно нужно будет через клавиатуру. Это я считаю даже плюс, так как не выбрасывает, как минимум после запуска дебаг-меню, в паузу. Основы, которые вам помогут покататься практически на любом билде, я в принципе показал. Теперь про требования к железу. Но смотрите, первое это то, что какой бы вы лимит FPS конфигурации не ставили, у вас максимально будет лог 30 FPS. Хули, консоль PS3 же. Требования ПК, думаю, тоже не прям жесткие. Слабые или же слабо-средние ПК должны потянуть, если, конечно, у вас не тостер или калькулятор. Но вам придется в таком случае немного будет поиграться в настройках графики в дебаг-меню. А то иначе 5-15 FPS вам обеспечено. А так можете немного поиграться и будет стабильнее 30. Но тут еще многое зависит от самих билдов. Есть какие требовательные, а какие еще требовательнее. Смотрите по ситуации уже. Ну на этом в принципе и все. Постараюсь все-таки в ближайшее время сделать видео, как я и говорил ранее. Ну а ты нажимай на кнопку подписаться, дабы такого рода эксклюзива еще будет достаточно. Ну и всем удачи и пока.